Всем привет! Вы на канале Дело мастера Боится. В этом видео расскажу вам о том, как можно приготовить вкусную вяленую тарань или плотву. Это делается просто, и это должен иметь каждый домашний хозяин или рыбак. Особенно вкусными в сушеном виде будут тарань, плотва, лещ, подлещик, синец или же чехонь. Эти сорта очень имеют плотное мясо и при высыхании не теряют свой объем, в отличие от карася и прочих рыб с рыхлым мясом. В прошлом видео рассказывал вам о том, как можно засолить рыбу в соли. В этом случае я расскажу, как засолить рыбу в тузлуке. Эта рыба получается более нежной, более жирной, потому что тузлук, в отличие от поваренной соли концентрированной, меньше сушит мясо и меньше выделяется жира в рассол. Для начала нужно взять обычную крановую теплую воду, наливаем ее в чистую емкость. Из расчета на 1 литр воды 200 грамм соли. Это стакан примерно. В некоторых рецептах есть 300 грамм, есть 150. Ну, золотая середина это 200 по проверенному опыту. На наше количество рыбы, примерно 4-5 килограмм, понадобится около 3 литров рассола или тузлука. Поэтому я наливаю 3 банки теплой воды и, соответственно, добавлю 3 стакана поваренной соли. Необходимо все хорошо перемешать и дождаться, пока тузлук остынет. Можно, конечно, его кипятить, это улучшит растворимость, но никак не повлияет на качество рассола. Если вы планируете сделать вкусную и мягкую рыбу, есть маленькая хитрость. После того, как купили или поймали рыбу, ее необходимо заморозить в морозильной камере примерно на сутки. Это уничтожит многие инфекции и других возбудителей болезней и сделает мясо более рыхлым и вкусным. Пока остывает рассол и тузлук, берем емкость из нержавейки и начинаем слоями укладывать рыбу. Некоторые рыбу ложат на бок, я же практикую рыбу солить брюшком вверх, так как брюшко имеет кишки, которые могут при недосоле пропасть, что испортит всю рыбу. Улаживаем слоями. Сильно рыбу прессовать не нужно, чтобы она была как можно свободнее, для того, чтобы везде попал рассол. Следующий слой ложим поперек первого слоя накрест. При таком расположении желчь в рыбе не раздавится и не будет иметь горький вкус мяса. Когда рыба уложена, необходимо залить ее остывшим тузлуком. Так, чтобы он полностью покрывал ее. Для того, чтобы рыба не поднялась, я использую вот такой деревянный кружок. Он ложится сверху, и можно поставить что-то тяжелое. Это может быть банка с водой или кирпич, смотря что у вас есть. Я использую обычную банку с водой. Вся рыба в рассоле. После того, как рыба залита рассолом, ее необходимо поставить в холодильник или другое холодное место примерно на неделю. Это срок минимальный и максимальный. Это, в принципе, самое оптимальное время для того, чтобы рыба просолилась и все бактерии вредные погибли. Некоторые рекомендуют мастера солить в теплом месте сутки, потом ставить в холодильник. Но я для того, чтобы не рисковать, сразу ставлю в холодильник. И это уже стопроцентная гарантия того, что рыба будет хорошей. Я буду ставить на нижнюю полку. Там самая оптимальная температура для того, чтобы рыба не испортилась, а просолилась. Теперь осталось неделечку подождать, и через неделю я расскажу, как эту рыбу достать, почистить и вывесить для просушивания. Наконец неделя прошла, теперь необходимо ее достать из холодильника и приготовить для завяливания. Видно, что рыба
хорошенечко просолилась. Для того, чтобы узнать качество засолки, необходимо взять за хвост, за голову и слегка потянуть. При этом должен быть слышен характерный хруст позвоночника, значит рыба хорошо просолена. Можно понюхать ее. Запах свежий, рыбный, не должно быть никаких тухлых привкусов. Теперь нужно ее вымочить. Для вымачивания я использую обычную водопроводную холодную воду, которой помоем рыбу и поставим на 7 часов в прохладное место. Хорошенько рыбу промываем, чтобы смыть остатки соли, и складываем ее в это же ведро. И можно залить теперь водой, обычной водопроводной холодной. В холодной воде оставляем рыбу на 7 часов. Мне это будет ночь, но каждые 2 часа желательно воду менять, для того, чтобы она не была соленой. Готовность к засушиванию рыбы определяем по плавнику, переднему, возле головы. Его нужно оторвать слегка и попробовать на вкус рыбу. В приготовленной для завяливания рыбе соль должна почти полностью отсутствовать. По вкусу она напоминает обычную малосольную селедку. Если вы не хотите пробовать рыбу, пока она не высохла, то можно определить ее готовность, потому что она всплывет. Как только рыба потеряет много соли, она будет всплывать на поверхность и можно ее сушить. Примерно через 7 часов рыба готова к завяливанию. Я пробовал ее, она полностью готова. Теперь необходимо взять крючки. Я использую крючки из нержавеющей проволоки, примерно длиной 2-3 сантиметра, для того, чтобы рыбу можно было хорошенько прицепить. Можно использовать обычные канцелярские скрепки, которые разъебаются и получают своеобразный крючок. Или же другие подручные материалы, в том числе бечевка, на которой можно сушить рыбу. Немного о тонкости подвешивания рыбы за хвост или за голову. Бытует мнение, что необходимо рыбу вешать за хвост, потому что желчь, находящаяся в животе, не будет растекаться по мясу, и оно не будет горьким. Я же делаю немножечко по-своему. Первые сутки, для того, чтобы быстрее влага вышла из рыбы, я подвешиваю за хвост. Для этого беру крючок острый и прокалываю примерно в сантиметре от хвоста возле позвоночника мясо. Вот таким образом. Теперь можно рыбу повесить в любом состоянии, в любом положении. Вот помещение, которое оборудовано специальной веревочкой. И когда пройдут сутки, полностью вода основная вытечет из рыбы. Я ее переворачиваю, вынимаю крючок из хвоста и прокалываю за нижнюю губу. Можно через весь рот проколоть. Летом это хорошо тем, что не будут лезть туда мухи и откладывать свои яйца, потому что они очень часто лезут под жабры и в рот. И после этого вешаем ее до полного высыхания в прохладное место. Главное, чтобы не было солнечно, потому что солнце окисляет жиры, и готовая вобла будет иметь коричневатый цвет и запах старого жира. Нам такой не нужно. И желательно, чтобы не было мух, потому что мухи очень быстро портят мясо, и при этом оно будет во всего опарышах. Еще желательно сушить рыбу в прохладном месте, желательно даже на улице на морозе. При этом рыба будет жирнее, потому что летом в большую жару вытекает жир, и рыба становится более пресной. Еще очень важный момент, рыбу необходимо вешать подальше от котов, потому что они очень ее любят и залазят в самые высокие точки. По вопросу очистки чешуи с рыбы, некоторые любят чищенную, некоторые нет. Скажу, что рыба, на которой есть чешуя, дольше хранится, меньше пересыхает и вкуснее. Но если же вам не хочется потом ковыряться в луске, то можете ее почистить сразу же после того, как она просолилась. Это делается очень легко, даже с помощью обычной вилки или даже пальцев. Если взять рыбу, то видно, что чешуя буквально отходит. То, что нам нужно. Для того, чтобы чешуя не стреляла по кухне, я чищу рыбу в воде. Для этого опускаем ее в то ведро, где мы вымачивали. Для удобства берем специальную чищелку и начинаем от хвоста к голове чистить.
прекрасно отходит чешуя и при этом не разлетается в разные стороны. И смывается водой на дно емкости. Важно возле животика чистить аккуратно, чтобы его не повредить, потому что будет вытекать жир. Одна сторона почищена, и рыба будет готова уже к просушке. Для того, чтобы рыбу не атаковали мухи, можно взять обычное рафинированное подсолнечное масло и хорошенечко помазать с помощью кисточки. Это создаст тоненькую пленочку на рыбе, мухи не будут ее трогать, и она не будет пересыхать. Для того, чтобы высушенная рыба долго хранилась, ее ложат не в обычный холодильник, а в морозильную камеру, заматывая в газетку и пленку. В таком состоянии она может пролежать даже больше года. При дальнейшем ее размораживании она не теряет своих свойств и не пересыхает. Плюс этого метода в том, что при засаливании в рассоле рыба получается не такая сухая и сохраняет больше свой жир. Вы были на канале Дело мастера боится. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите замечания, комментарии. Будьте с нами. Всем пока.